Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я тоже решила снять новое видео, и на это меня подтолкнул недавно просмотренный мной ролик. Сегодня одна из фиалочниц рассматривала фитильный полив. И вот что интересно, она говорит, что обязательно на осенне-зимний период она снимает фиалки с фитиля, потому что они очень плохо растут, склонны к загниванию и так далее, и так далее. Так вот, посмею с этим не согласиться, потому что, наверное, здесь в этом моменте тоже, как и в жизни, у каждого своя правда, да, и каждая фиалочница все-таки будет склонна считать, что ее мнение наиболее лучшее. Но это все, конечно же, зависит от условий выращивания. Вот, например, моя коллекция, небольшая, так как я сейчас живу в квартире, мои все цветы стоят на балконе. Вот так образно покажу. Пока сейчас им здесь места мало, потому что как только начнется тепло, я их, конечно же, перенесу в место побольше, поудобнее и так далее. Вот моя коллекция. Как вы видите, все мои фиалки стоят на фитиле. Для этого я использую вот такие вот 400-граммовые стаканы из-под сметаны одноразовые. Для торфа я вам уже говорила, здесь в торфе у меня перлит и торф агробалт верховой синий, я беру нейтральный. Вот, и как вы видите, все стоят, конечно, не вот такая проблема, да, очень часто то, что они стоят на солнце, и очень быстро вода в них зеленеет, поэтому их очень часто приходится мыть. Те детки, которые я пересадила недавно, либо они стоят на реанимации, они у меня стоят просто вот в таких, да, стаканчиках. Вот покажу, расцвела, минутку, новая деточка, алмазная пыль. Я их ставлю 100-граммовые в стаканы, в 200-граммовые или 200-миллиметровые, и они прекрасно себя чувствуют. Единственное, что эти стаканчики постоянно приходится очень часто заполнять водой. Для того, чтобы сказать, какой здесь у меня температурный режим, мои фиалки здесь стоят всю зиму. И вот для этих целей у меня есть градусник. Как вы видите, вот градусов у меня здесь всего 13. И это при условии, что сейчас день и на улице достаточно тепло. Но несмотря на это, даже на подоконнике, сейчас я вам покажу, чтобы было понятно. Даже на подоконнике без никакого утепления. Здесь у меня нету господи, как это называется? Не подложки какой, ничего. Все мои фиалки все равно стоят на фитиле, цветут, прекрасно себя чувствуют. Единственный минус, что это постоянная пыль просачивается в оконные щели. Здесь вы видите, у меня стоят детки. Маленькие детки я тоже сразу же ставлю на фитиль. Для этого я использую вот такие поддоны. На Wildberries я заказывала для лука. Когда ставишь, я их ставлю. Горшочки большеватые получаются для родной верхушки, поэтому я их ставлю на вот такие палеты для рассады. Сейчас я покажу специально это дело. Вот такие обычные палеты. Вот они у меня в них стоят. Прекрасно себя чувствуют. Но из-за того, что получается большое давление на эту коробочку, мне приходится вот их завязывать таким шнурочком, чтобы она не разъезжалась. И здесь вы видите, даже довольно-таки маленькие деточки, только пересаженные, у меня все стоят на фитиле. И они себя прекрасно чувствуют, вон все цветут, набирают цветы. Вот недавно расцвел у меня новый сорт, Сихоте Алинь, очень-очень долгий. Эту деточку я ждала буквально год-полтора, потому что листочек даже не давал корней. Вот, и наконец-то-таки я дождалась. Одна единственная вот начинает цвести. Здесь у меня тоже вот такие новые сорта. Почему-то я в последнее время увлеклась менюшками. Вот они все стоят у меня на фитиле.
и прекрасно себя чувствуют, и я не думаю, что они загнивают. Ну, может быть, у кого-то свое на этот счет мнение. Пожалуйста, поделитесь, как вы считаете, потому что я с этим мнением не согласна, что в зимний период фиалки прям вот пропадают, прям на них такой нападает зимний мор, что листья гниют, все, розетки пропадают и так далее. Ну, вот так вот так. Первый цветочек показала Гжель, но почему-то вот она, видимо, из-за того, что низкий температурный режим, показала такую слабую каемочку. Вот так вот растут мои фиалки. Спасибо большое, кто посмотрел мое видео, кто поставил класс. Подписывайтесь на мой канал и жду ваших мнений в комментарии. Пока-пока.